мажоре. Самые яркие и самые важные события. Окружающий мир глазами Йоси Тавора и его гостей. Радио Орфей. Одним из первых концертов Национального филармонического оркестра в Доме музыки будет концерт Владимира Теодоровича Спивакова с его оркестром и солистом Иваном Бессоновым. На сегодняшний день имя этого замечательного пианиста знают очень-очень многие после его победы на конкурсе Евровидения, классическом конкурсе Евровидения и дальнейшей карьеры. Но, в принципе, и до выступления на конкурсе Евровидения Иван прошел через целый ряд весьма-весьма солидных конкурсов, в том числе юношеского конкурса Шопена и многих других. И сегодня это сложившийся музыкант со своей философией, со своей манерой игры, со своим отношением к жизни. Кстати, можно великолепно понять, как складывалось это, находясь у них дома. Иван и два его брата-музыканты, мать скрипачка, отец композитор, тоже много отдавший музыке, кинофильмам. И атмосфера культуры, искусства окружает нас с первой же минуты. Здесь же на экран телевизора почему-то демонстрируются картины Гогена. На стене висит картина, которая чем-то напоминает Миро. Есть здесь скрипки, которые висят на стене. И есть два рояля, по крайней мере, я вижу. Есть рояль, на котором можно играть беззвучно, чтобы никому не мешать. Но в такой музыкальной семье это понятно. И поэтому очень легко и просто беседовать в такой атмосфере с самим Иваном. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Мне очень приятно видеть вас здесь, в вашем доме, быть в вашем доме и говорить о предстоящем концерте, в котором вы будете солировать, если я не ошибаюсь, с концертом Шостаковича, первым концертом Шостаковича для фортепиано с соло трубы. Не так ли? Да, я хочу еще добавить, что это будет премьера. Буду исполнять этот концерт впервые и буду исполнять... В принципе, концерт впервые в такой атмосфере, когда в зале будет сидеть только половина зрителей. Ну, это вас смущает разве, что сидит половина зрителей? Я знаю. Нет, знаете, на самом деле больше радует, на самом деле. Знаете, я, наверное, из тех людей, которые больше видят стакан наполовину полным, чем наполовину пустым. Естественно, вместо того, чтобы сидеть дома, заниматься и в лучшем случае показывать себя на видео или в зуме, вы все-таки выступаете в большом концертном зале. Это очень радостно, что оркестр возвращается на сцены, и это далеко не единственный ваш концерт в ближайшее время, не так ли? У вас целый ряд концертов. Ну, я бы не сказал про ряд, но концерты действительно начинают появляться, чему я безумно рад, потому что за те месяцы бездействия концертного я ощутил действительно, насколько артист зависим от публики, зависим от выхода на сцену. Это, знаете, в хорошем смысле слова наркотик. Наркотик для человека, который занимается искусством актера. А искусство музыканта – это искусство актера в том числе. Сродни, конечно же, безусловно. Впрочем, ваш коллега старший, человек, который всегда о вас очень тепло отзывается, это Денис Леонидович Мацуев, тоже говорит, что он получает очень много от публики, и публика – это наркотик. Поэтому число концертов у него очень большое, потому что от каждого концерта он чем-то заряжается. Вы тоже заряжаетесь таким образом? Это скорее меня вдохновляет. Тоже можно отнести это к слову «заряжает». Вот. Но у меня больше после концерта наступает такой период, когда мне ничего не хочется делать, никого не хочется видеть. Хочется сидеть в тишине или сидеть одному, заниматься музыкой. И в ближайшие дня 2-3 меня лучше не трогать и ко мне не прикасаться. Другие же люди
заряжаются как раз-таки от концертов и готовы уже на крещендо, на челерандо выступать все дальше, дальше, все больше и больше, и это их совсем не утомляет. Но я все-таки всегда выхожу на сцену с таким подходом, чтобы оставить всего себя, оставить все, что во мне сейчас есть. Вы действительно выходите опустошенный после исполнения? В первые часы после выступления все бурлит, и этого весьма и весьма хватает того, чтобы доковылять до постели и хорошо поесть. Но на следующий день действительно у меня часто бывает такое чувство, что внутри меня пустота. Вы знаете, я смотрю на вас, слышу вас и удивляюсь немножко. Вы музыкой занимаетесь всю свою жизнь, всю свою сознательную жизнь. Могли бы уже привыкнуть к этому, не так ли? Возможно, но не знаю, наверное, это принцип воспитания родителей. Я думаю, что это очень правильно, что в любом деле нужно отдавать себя целиком и полностью. Чем бы ты ни занимался, абсолютно любым делом. Например, это сказалось на моей любви к футболу и моему отношению к футболу. Да, кстати, я хотел просто сказать это следующим вопросом, что вы отнюдь не запираетесь в башне слоновой кости музыки. Вы человек очень активный и спортивный. Ну, по поводу спортивной я мало что могу сказать, а по поводу активной, да, наверное, да. Но, опять же, вот по поводу футбола, что я могу сказать? Вообще игра очень опасная. Опасная именно в плане профессии музыканта и аппарата. Поэтому не так давно, буквально дня 2 назад, я после одной из игр с друзьями понял, что это было в последний раз. Что я больше не выйду с мячом на поле, потому что действительно я представил последствия, что вдруг все бывает, вдруг мяч попадет по пальцам, или кто-то в меня врежется, или я в кого-то врежусь. А ведь не так давно было в Екатеринбурге. Вы Да. были и ходили на костылях именно после игры в футбол. Да, причем это было настолько глупо. Я один вышел на поле, сам с собой поиграть в мяч. И все равно вот так получилось, что я 3 недели не мог ходить. А что может произойти на поле, когда 20 человек, 18, это же уму непостижимо. Безусловно, вы знаете, когда-то знаменитого скрипача Исаака Стерна спросили, может ли музыкант заниматься спортом. Он сказал, конечно, может. И он показал на себя, что он поднимает тяжести. Но он говорит, я не всем советую, я делаю это очень много лет, и поэтому это не влияет на мою игру. Впрочем, опять-таки, возвращаясь к имени Дениса Леонидовича Мацуева, он тоже обожает футбол. Да, но я не могу ничего точно сказать, но, по-моему, в детстве, в юности у него было что-то с пальцами, я точно не знаю, но, по-моему, то ли ломал, то ли вывих был у него пальцы. И, по-моему, Сегодня вы не решаетесь на такие эксперименты. Я, к сожалению, или к счастью, наверное, знаете, для меня это счастье далось не так легко. Я выкинул свои бутсы в мусорку, мяч пока не выкинул, может быть, кому-то подарю, но с бутсами я попрощался, думаю, навсегда. Вот, но все-таки мне кажется, что это разумно. А по поводу тяжестей и Исаака Стерна, и скрипачей, в принципе, я могу сказать, что у них, в принципе, немножко другой аппарат. И немножко другой подход к игре на инструментах. Скрипачам, в отличие от пианистов, очень хорошо подтягиваться, именно качаться. Возьмем же того Владимира Теодоровича Спивакова, который очень весьма идеальной фигурой. Весьма спортивной фигурой. Вот. У пианистов же на аппарат это очень-очень сказывается, на мелкую технику, поэтому тут немножко разные такие случаи. И все же, до того, как мы перейдем к другой теме и послушаем вообще ваше исполнение, я бы хотел все-таки задать вопрос по поводу концерта Шостаковича. Как вы над ним работали? Потому что с этим концертом вы выходите. Концерт принадлежит перу человека, который
в общем-то, сказал: если вы хотите знать, о чем я думаю, слушайте мою музыку, не читайте дневники. И это очень важно понять. Для меня музыка Шостаковича — это в любом случае глубоко личная музыка. Она настолько гармонично связана с моим взглядом на жизнь, что когда я ее впервые послушал, для меня это был ни много ни мало шок. Шок, насколько близок мой взгляд на жизнь, на музыку с взглядом Дмитрия Дмитриевича. Также в процессе изучения его музыки я мог заметить, что в каждом его произведении, неважно даже какой оно длины, какого жанра, в каком возрасте написано, вот в любом произведении я отмечал для себя такую нить, может быть, она через всю жизнь проходила Шостаковича, это борьба, это постоянно какая-то борьба за правду, за какую-то свободу, за человечность. И вот эта вот борьба, она настолько как-то облагораживает, настолько легче становится после музыки Шостаковича жить, дышать, думать, видеть этот мир в каких-то новых красках, что я очень надеюсь, что в своей жизни я буду в будущем сталкиваться с его музыкой очень часто и много. Мой собеседник — замечательный пианист Иван Бессонов. И, возможно, на его мировоззрение и отношение к музыке Шостаковича сыграл город его рождения, Санкт-Петербург. Да или нет? Это очень-очень возможно. Шостакович всегда считал себя жителем Петербурга, Ленинграда. Куда больше, чем москвичом, абсолютно. И я в том числе. Я совершенно не чувствую себя москвичом. Я, честно говоря, неуютно чувствую себя в этом городе. Для меня всегда большая радость, и я начинаю чувствовать себя счастливым человеком, когда приезжаю в Петербург, а если в Москве начинает идти дождь и становится холодно и противно, то для меня это рай, и я готов гулять по несколько часов, и неважно, что я приду домой насквозь мокрый, грязный, для меня в эти секунды душа поет и ликует. Санкт-Петербург сказался на вас. Да, скорее всего. Еще что сказалось на вас, вы очень рано начали сочинять музыку, и одна из первых работ ваших была киношная, не так ли? Вы написали музыку для фильма. Да, действительно, в весьма раннем возрасте я дебютировал в кино как композитор, но это была довольно забавная история. Я специально ничего не сочинял. То есть в какой-то момент жизни у меня появились произведения, и режиссер Виктор Косаковский, увидев их, решил использовать их в своих фильмах. Но потом, в итоге, в фильме появилось название «Композитор Иван Бессонов», что мне очень понравилось. Ну, конечно, это очень лестно, особенно в киноленте, которую видят очень многие. Но вы продолжили писать для кино, не так ли? Нет, не совсем. Я с того времени не писал что-то для кино и ни в каких проектах не участвовал. К сожалению, я на самом деле очень люблю кино, вообще как вид искусства. Я бы даже его поставил на второе место после музыки. В чем-то кино мне даже напоминает музыку, потому что, как и музыка, кино очень временное искусство. То есть оно мыслится именно во времени. Чего не скажешь, например, о скульптуре, о живописи или даже о... Застывшие формы. Да, или архитектуре. Поэтому в чем-то это очень родственные души. И я очень надеюсь, что в будущем я буду участвовать в кинопроектах и сочинять музыку. А вообще просто сочинять музыку. Что вас больше привлекает? Исполнительство или все-таки композиторское мастерство? Знаете, сегодняшний день. На сегодняшний день мне сложно что-то сказать, потому что я оба этих искусства люблю одинаково много и сильно. Они настолько разные, и в то же время они настолько дополняют друг друга. Я не представляю себе музыканта, пианиста или какого-то исполнителя, который
не пробовал бы когда-нибудь импровизировать, сочинять. То есть этот момент импровизации, он очень важен, потому что это фантазия, это какие-то аналогии, какие-то постоянные выдумки, а это очень-очень важно именно в работе актера, в работе музыканта. Тем более, что вы говорите, что вы играете джаз, вы не увлекаетесь им, вы не джазмен, вы поигрываете джаз. Импровизация – это все-таки основа джаза, без импровизации джаза нет. Но мы не будем касаться этой формы исполнительского мастерства. Вы все-таки в первую очередь, так сказать, академический музыкант. Иван, и тем не менее, вы выступаете немало со своими двумя братьями, Даниилом и Никитой, которых вы сопровождаете как концертмейстер. Вы себя ощущаете действительно аккомпаниатором или соисполнителем? Когда я выступаю с братьями, то в процессе работы у нас возникает некий симбиоз, когда уже сложно сказать про кого-то, что он солист, а кто-то аккомпаниатор. Невозможно в этот момент представить друг друга без этих частей. Мы дополняем друг друга в эти моменты. Естественно, кто-то играет партию солиста, кто-то играет партию оркестра. Но вы осознаете, конечно. Вы совсем недавно играли, как вы мне рассказывали, сопровождали его в качестве одного из братьев, Никиту. Данилу. С концертом Чайковского. Да. То есть он играл концерт Чайковского, одно из сложнейших произведений скрипичной литературы, а вы играли партию оркестра, которая тоже не самая легкая. Да, соглашусь, но меня немного успокаивало то, что там было много сольных кусков. Я мог расслабиться в какие-то моменты и отыграться. Ну, там есть каденции, естественно. Большие каденциозные куски. Да, я на самом деле еще хотел бы добавить, что 2 ноября в Петербурге, в Малом зале филармонии, у нас будет концерт семьи. Я буду выступать с Данилой и Никитой, будем исполнять разные вещи, думаю, приготовим множество разнообразных сюрпризов, подарков музыкальных, так что будем всех очень ждать, приходите. Это доставляет вам удовольствие, совместное музицирование, или же вы предпочитаете все-таки солировать? Откровенно. Откровенно говоря, конечно, предпочитаю солировать, потому что в эти... Ну, по крайней мере, вы не кривите душой. Вы говорите честно, да. В этом искусстве сольного исполнительства я могу делать все, что я захочу, грубо говоря. А в профессии аккомпаниатора, концертмейстера все-таки должно быть умение такое, как подстраиваться и мыслить так же, как солист. Я очень рад, что у меня есть опыт игры в ансамбле. У вас неоценимый опыт игры в ансамбле. Думаю, что это мне очень в будущем поможет. Именно безусловно. То, что у меня есть. Ну, вы уже играли с Владимиром Теодоровичем Спиваковым? Да, много раз уже играли. У нас был тур по Германии. Выступали во многих городах России. Очень-очень искренний, добрый, хороший человек. Таких, на самом деле, сейчас очень-очень мало. И с ним музицировать и играть всегда большой праздник и большая радость. Ну, вы идете сейчас с ним исполнять все-таки концерт Шостаковича в одном из первых концертов после возвращения оркестра на родную сцену в Международном доме музыки после долгого периода. И один из первых концертов — это именно ваш концерт, и, наверное, это очень как-то почетно. Вы это чувствуете, ощущаете? Да, это очень большая ответственность, на самом деле, начать этот концертный сезон. Я думаю, что с такими музыкантами, как Национальный филармонический оркестр и Владимир Теодорович, по-другому как здорово пройти вряд ли может. Вы знаете, у меня было бы еще миллион вопросов, но, к сожалению, время программы не позволяет нам. И посему позвольте поблагодарить вас, Иван Бессонов, за эту
замечательную беседу и пожелать вам больших успехов. Спасибо большое. Спасибо. Ну, что, было сложно? Нет, с вами нет. Вы прекрасно мыслите, очень логично, очень правильно, очень стройно. Я старался. У вас получилось. Надеюсь на это. У вас получилось. Осталось только хорошо сыграть. Ну, это одно из Сергей Сергеевич почувствовал бы в вас родственную душу. Если это вы про Прокофьева или Ну, а про кого же еще? Ну, не знаю. Не знаю, что здесь от Прокофьева. Что здесь от Прокофьева? Ну да. Скажу, что здесь от Прокофьева. Мелодичность, напевность. Он был, конечно, гениальным мелодистом, Прокофьев. Совершенно феноменальным. И Дмитрий Дмитриевич не раз об этом писал, что он ему очень завидует. Той легкости, в которой у Сергея Сергеевича появляются эти мелодии. Огромное количество может быть. мелодий. Ну, если вы послушаете его «Ромео и Джульетту», вы найдете это. Нет, я знаю его балеты очень хорошо, и «Золушку», и «Ромео». И «Ромео и Джульетту». Вот это есть. А с другой стороны, его миниатюры тоже весьма и весьма интересны. Но вы истинный романтик, никуда не денешься от этого. Абсолютно. Я иногда думаю, что я был бы очень уместен в советское время как композитор, потому что музыка довольно-таки той эпохи. Ну так, если послушать музыку из фильмов советских и, в принципе, советскую музыку, то я очень часто ловлю себя на мысли, что вы прекрасно вписываетесь. Да. А это была изумительная эпоха. Не забывайте, что это эпоха, которая дала, между прочим, и Шнитке, и Губайдулину, Софью Азгатовну, и многих-многих талантливых композиторов. Это была эпоха истинного рассвета, которая показала во многом Западу, куда идти. Потому что очень многие научились именно у них мыслить и мечтать. Ну, для меня эта эпоха абсолютно уже как что-то былое. Я абсолютно не могу себе представить ее как Слава реальность. Богу. Да. Слава Богу, потому что это эпоха, когда эта музыка была отдохновением от того, что было вокруг. У вас этого нет, слава Богу. Вам не приходится, так сказать, идти вопреки тому, что... И это большое счастье. Это большое счастье. В любом случае, нужно жить дальше. И развиваться дальше. Что вы хотите? Вообще? Да. О чем вы мечтаете? Ой, ну вы знаете, так много всего, о чем я мечтаю. Ну, например? Ну, например, если говорить о мечтаниях, то
не знаю. Так я же говорю, настолько много. Это связано с музыкой? Не все, совсем не все. Вы видите себя постоянно концертирующим пианистом? Или Конечно, больше, нет. Или больше В большинстве композитором? своих мечтаний я себя абсолютно не вижу концертирующим пианистом. Я себя скорее вижу либо композитором, либо режиссером. Режиссером Кино. кино. Но это если говорить только о мечтаниях. Почему? Ну, потому что... Ну зачем же? Ну, Вы потому знаете, что- ну, потому что профессия режиссера, она настолько сложна в своих... это вам кажется. Большинство режиссеров, особенно тех, кто пришел по-настоящему, или были художниками, или же были музыкантами, или же были актерами. И к режиссуре пришли через. И вопреки. Поэтому я думаю, что ваши мечты вполне осуществимы. Возможно, возможно. Вы играли в фильмах? Я играл, когда был совсем маленький. Ну, я знаю это. Ну, Меня снимали в рекламе конфет. И снимали в каком-то сериале, в какой-то сцене. Меня привязали как к стулу. И какой-то грабитель пытался меня зарезать. оставило на этом- глубокое впечатление. На этом моя история кинокартин заканчивается. Поэтому, да, если говорить об этом, то да, снимался. Кинодеятельность. Но дело в том, что мне кажется, что вы вполне можете себе позволить в какой-то момент. В какой-то, может быть, да. Но все-таки уже такой путь пройден у меня по этому, что, скорее всего, все-таки моя жизнь уже будет связана с этим. Скорее всего. Ох, не зарекайтесь. Но я не зарекаюсь, Голубчик. я лишь предполагаю. Я окончил 4,5 курса Горьковской консерватории Нижегородской линии. А потом окончил Иерусалимскую академию как скрипач. Играл с оркестром в Карнеги-холл. С профессиональным оркестром. Я с 81 года скрипку в руки не беру. И отнюдь не жалею. Я поменял на радио карьеру. А спустя 20 лет моей работы на радио, в 2000 году, я пошел на дипломатическую службу. Я служил первым секретарем посольства в Москве. Сначала 3 года, потом еще 3 года. А потом все оставил и вернулся к радио. Поэтому не зарекайтесь. Ванечка, жизнь нас иногда приводит к таким вещам, когда вдруг хочется что-то делать другое, и ты делаешь, и вдруг получается. Все получается. Есть яркое выражение: талантливый человек талантлив во всем. Возможно, но в любом деле нужно время. Даже талантливый человек не сможет добиться всего сразу. Все равно ему нужно будет время на то, чтобы разобраться, грубо говоря, во всем. А что, яд славы так сладок? Причем здесь слава? Я сейчас говорю про... А я говорю о том, чтобы вдруг оставить и пойти заняться другим и отдать себя полностью. Ну, вы знаете, сейчас... Мы же сейчас говорим не для радио и не для записи. Да, я понимаю. Я сейчас говорю про то, что сейчас, может быть, меня люди и знают какие-то, и узнают, и восторгаются, восхищаются мной. Но вот честно, я ощущаю себя точно так же, как ощущал в 6 лет, когда я был не нужен абсолютно никому. Я знаю, что вы не лукавите. Вот, поэтому я буду, скорее всего, все-таки заниматься тем, что я считаю наиболее достойным внимания человека, скорее. То есть в политику я точно не пойду. Это я могу себе гарантировать на 150%.
Так мало истинных настоящих политиков во всем мире. Все так измельчало. А в принципе, вы знаете, наверное, все-таки время рождает истинных вождей и истинных политиков. Ну, истина для всех абсолютно разная. Я не говорю об истине, я говорю настоящих политиков и настоящих. А истина, конечно, у каждого другая.